На выезде из Новгорода по московской трассе справа перед мостом через Малый Волховец стоит известный всем новгородцам памятник. Это обелиск в честь героя Александра Панкратова, совершившего в августе 41-го бессмертный подвиг, закрыв собой вражеский пулемет. Однако немногие знают, что случилось это практически здесь же, в нескольких километрах от Новгорода, на небольшом острове, омываемом двумя протоками Волховца, в Кирилловом монастыре. Кириллов монастырь был основан в XII веке при зимней дороге на Москву, которая начиналась от Славковой улицы. Остров Нелезин, он же Селезнев, или еще встречается название Журавья Горка, находится вблизи торговой стороны Великого Новгорода. Попасть на Нелезин остров можно только перебравшись через Провошню. Подъехать на машине можно либо со стороны Шолохова, либо со стороны Нередицкого шоссе. Но вот к месту кратчайшей старой переправы подъехать нельзя. Территория принадлежит Федерации лыжного спорта. Мы перебрались через Провошню недалеко от Шолохова, где был удобнее подъезд. Это вид с северо-востока на то место, где был монастырь. Как и многие другие памятники, он стал жертвой сначала борьбы с религией, потом войны и, наконец, просто забвения. А после того, как в войну монастырь был полностью разрушен, восстанавливать его не стали, и остров стал необитаемым. Теперь густой кустарник и деревья надежно скрывают последние остатки построек, некоторые из которых старше всемирно известной Нередицы. От места переправы идти нужно было около километра, и по пути нужно смотреть под ноги, встречаются вот такие сюрпризы. Или такие. Или даже такие. Воронки до сих пор отчетливо видны даже на спутниковых картах. Все монастырские постройки были расположены на холме, который метра на 3-4 возвышается над остальным островом. Поэтому в половодье, если их затапливало, то нечасто. Вот отсюда хорошо просматривается Знаменский собор, Спас на Ковалеве, а к юго-востоку были видны церкви Андрея Юродивого в Носитке, Нередица, Сковородский и Юрьевский монастыри. Вот на этом самом месте стояла главная церковь монастыря – собор Кирилла и Афанасия. Сохранилось несколько изображений собора конца XIX – начала XX века. Как он выглядел изначально, мы, конечно, не знаем, однако первая новгородская летопись сообщает: «Заложиста церковь каменную святого Кирилла в монастыре в Нелезни Константин и Дмитр, братеника. А мастер Коров Якович с Лубяной улицы. На чашею делайте апреля, с концяша июня 8 на святого Прокопия». То есть церковь поставили за 2 месяца. Для каменного строительства срок даже по сегодняшним меркам очень сжатый. Монастырь стал особо почитаться, когда по преданию 9 июня 1238 года, в день памяти Кирилла Александрийского, всего в 100 верстах от Новгорода, у Игнач-Креста остановилось движение татарских отрядов, что, как известно, спасло Древний Новгород от разорения, постигшего остальные земли Древней Руси. Впоследствии Кирилловский монастырь не миновала судьба многих других построек в окрестностях Новгорода. Он претерпел многочисленные пожары, разорения и перестройки. Сильно пострадал он при захвате Новгорода шведами в начале 17 века, но уже к 1621 году был возобновлен. В 18 веке был полностью реконструирован. В Новгородском архиве сохранилось даже несколько планов перестройки монастыря. В 1754 году древняя Кирилловская церковь была разобрана по нижним окнам. Стены надстроены и увенчаны 5 главами. По плану и объемно-пространственному решению Кирилловская церковь была близка Нередице.
К середине же XVIII века относился и второй храм монастыря – Покровская каменная церковь, которая была одной из немногих в Новгороде памятников в стиле нарышкинского барокко. Больше всего сходство у Покровской церкви было с церковью Георгия на Торгу. Такой же сопоставимый объем и восьмерик на четверике. В 1775 году в северной части монастыря был возведен двухэтажный настоятельский корпус. Чуть позже построены западные приворотные кельи, те, что были при воротах. В 813 году монастырь обнесли каменной оградой с башнями. В 1831 году был надстроен второй этаж у братского южного корпуса, и через 4 года после этого построены кирпичный сарай и ледник в юго-восточном углу монастырской территории. В 20 году прошлого века монастырь был закрыт. 2 годами позже наиболее ценное имущество было передано в Гохран и в Новгородский музей. К 1932 году оба храма были уже закрыты и переданы Гуп-музею. Покровская церковь в 1934 году и вовсе была разобрана. Во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года немецкие войска превратили монастырь в укрепленную крепость, откуда их пришлось выбивать с большими потерями. Вследствие этого храм был полностью разрушен. Серьезного обследования здания до его уничтожения не проводилось. А в послевоенное время остатки монастырских построек, как и многие другие, были разобраны на стройматериалы. Теперь на месте собора груда камня и кирпича, густо заросшая растительностью. Такой своего рода могильный курган. Кое-где торчит арматура XVIII века, поэтому передвигаться тут тоже небезопасно. Почему-то особенно густо заросли жилые корпуса. Где-то здесь были те самые приворотные кельи. А это уже южный корпус. Как видим, некоторые элементы сохранились. Отличное место для тайников, любителей GPS-трекинга. В 1984 году на месте монастыря было открыто селище, и найдена керамика XI-XIII века и поздняя средневековая посуда. Некоторые предметы сохранились очень неплохо. В юго-западной части территории монастыря до сих пор можно увидеть монастырский пруд. Также хорошо читается юго-восточная угловая башня с примыкавшими к ней сараем для экипажей и ледником. От остатков этой башни напрямую к Провошне, к старой переправе, идет аллея, заросшая столетними ивами. Вот и все, что осталось от целого комплекса построек Кирилловского монастыря. Восстановление или скорее реконструкция монастыря маловероятна. Остров находится в стороне от туристических маршрутов, но прихожан тут еще меньше. Пройдет еще лет 50, и не останется даже этих останков древних построек. Далеко не первый и наверняка не последний ушедший памятник истории. Будем надеяться, что сохранится хотя бы крест, поставленный в память герою Александру Панкратову.